Ребят, всем привет! Не забудьте подписаться, поставить вот такие лайки, гремите бубенцами. У нас сегодня в гостях Оленька. Оль, привет! Привет! Бренд-шеф студии «Вкус и лофт» Денис Марачковский. И шикарное блюдо. Какое? Вот это. Рецепт посмотрите, не переключайтесь. Запомните и приготовьте это у себя дома. Денис, что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы приготовим, вроде бы, с одной стороны, простое, но достаточно аппетитное блюдо. Мы приготовим картофельные драники, либо некоторых называют картофельные оладьи, с лососем. С лососем? Да. Ну, коль с лососем, тогда это еще круче Да. будет. Итак, на самом деле здесь есть несколько правил, то есть есть основная проблема, когда делаешь драники, они синеют. Есть такое. Почему? Здесь первое соприкосновение непосредственно картофельного крахмала с металлом, то есть мы трем обтерку, за счет этого происходит как раз именно реакция. Чтобы этого не было, мы сделаем два момента. Мы сейчас натрем картофель, натрем лук, при добавлении уже лук этот момент уберем и, как это называется, вымоем лишний крахмал. То есть мы это все дело натрем в чашку с водой. Давай сделаем так, чтобы у нас дама не плакала, ну, от лука или от счастья, я не знаю, как правильно сказать. Она уже, она уже счастлива, она находится, так сказать, в окружении двух шикарных мужчин, да, Денис? Да. Денис в этот момент взял и отвернулся, елки-палки. Поэтому я возьму на себя вот это неблагодарное занятие, натру лук, надеюсь, не прослезится. Ну, здесь половинки достаточно хватит, То есть ты меня пожалел, да? Да, и картофеля штучки 3 можно взять, либо 4, То есть Тимур пока натирает, нет, я предлагаю сделать следующим образом. Взять, разбить одно яйцо, мы добавим, пару ложек майонеза, немножко муки, это сделаем другое. Снова клади сюда лук и натирай тоже 3 картошины и тоже сюда в воду. Майонез мы добавим к нашему яйцу. Да. От счастья заплакал я. Ну ладно. Немножко добавим муки, то есть здесь тоже столовую ложку. В данном случае мы просеем, чтобы исключить примеси. Тесто, может, мы не тесто заводим, поэтому нам эта пышность здесь она не важна. Так, отлично. Так, теперь всю воду, да, получается? Да, воду. Подожди, у меня еще картошка одна. По-хорошему это можно промыть в проточной воде, то есть минут 5-10. Меня бы промыть в проточной воде. Для чего это делаем? Нам надо вымыть лишний крахмал, чтобы как раз именно получить тот хрустящий драник. Если этого не сделать, драник будет такой достаточно мягкий, скажу так. Но если нравится мягкий, не промывайте. Ну, а майонез и лук мы добавляем для того, что при таком замесе, если сделать тесто, я скажу так, до завтрашнего дня, если буду даже лежать в холодильнике, у вас он не посинеет, не почернеет, ничего с ним не случится. Так, шеф, все готово. Да, отлично. То есть я сейчас еще раз промою, выжимаю лишнюю влагу, которая нам не нужна. Укладываю сюда. Мы добавим сейчас сюда немножко соли, то есть соль по вкусу. И для пикантности я порекомендовал чуть-чуть горчицы дижона добавить. В нашем случае, Денис, это столовая ложечка, да, я так понимаю? Ну, в столовой все-таки многовато, но я уже положил. По-моему, будет очень Нет, пикантно. дижон, в принципе, можно его использовать в нормальных количествах. Он пряный, он нежный, здесь бояться не надо, что вдруг перегорчили. Короче, в нашем случае драник горчицей не испортишь. Да. Дижонской. Так, включаем плитки на умеренный нагрев, то есть средний. 2 плитки включаем? Да, мы 2 драника сделаем. Слушай, согласен. То есть у нас такие будут мощные, сочные. Можно я буду выкладывать? Да. Конечно. Или надо как-то определенно? Нет, здесь самое главное, то есть визуально на все распределить и не сильно толсто, да. Равномерно распределить. Сейчас я прогрею сковородку, рекомендую все-таки на чугуны жарить. Давай, Оль, тебя поближе подвину. Сейчас мы разогреем. У нас сегодня с тобой, Денис, такой, вообще, смотри, ультра-лайт выпуск, да. Мы пригласили девушку, которая сказала, а можно я пожарю все сама? Класс. Я просто сказал, это первый выпуск после новогодних каникул, мы с тобой еще не вошли в колею, совсем обленились, и поэтому решили приглашать помощников, да? Это точно. Ребят, до этого у нас был Слава на программе, выпуск был до этого. Кто не посмотрел, перейдите по каналу, посмотрите. Интересный салат, интересный Нет, здесь человек. подождать надо, Рецепт, ребят, рецепт. Самое главное, чуть не забыл сказать. Рецепт будет в ссылочке под видео в описании. То есть можно уже Да. Так, Денис, я пополам как делю? Пополам и равномерно распределяем.
Здесь именно особенность, нагрев не должен быть сильный, потому что я хочу прожарить именно драники с двух сторон на сковороде, без всяких духовок, без всего, чтобы он прожарилось здесь. Поэтому надо набраться терпением, минут 10 где-то драник будет жариться. Сейчас я распределю. Теперь твоя знаменитая фраза. Да, для вас это будет ровно 1 секунда, для нас это будет 10 минут. У нас 10 минут, мы, получается, с каждой стороны по несколько раз попереворачивали. Это делаем для того, чтобы все-таки драник не подгорел. Но если это жарить меньше, то он у нас не будет такой хрустящий, будет сырой. Если убирать в духовку, тоже неплохо, но все-таки я не люблю мягкие драники. Слушай, я вот тоже не особо в восторге от мягких драников, но вообще я люблю, когда в них мясо еще есть. Ну, я К этому и очень... говорю, что драник чем отличается от оладушка. Оладушек может быть мягкий, а драник должен быть хрустящий. Да. Слушай, а говорят, что когда мясо внутри, это еще и цепелины, да, как это называют? Ну, по-белорусски там или по-украински, то украинская кухня, то есть они называют там знаешь? цепелины, деруны, там и... Деруны знаю. То есть много на самом Какое деле ей чего. слово нравится? Деруны, Не, ну знаю. это или белорусское, или украинское Да слово. ладно, деруны там самое. что Итак, себе. пока он, Вместо мяса у нас же будет рыба. Это тоже да, пока он хорошо. чуть-чуть остывает, я предлагаю по краям немножко покидаю микрозелени. Миледи. Также у нас есть петрушка, шпинат. Кстати, вот этому движению бросать орешки там небрежно, листочки, меня научил в свое время Денис. Это, говорит, определенная фишка. Как легло, так и будет. Так значит красивее. Вообще-то если по кругу ложишь, ну ладно. Что-то я разбросался. Не, мы центр оставим для лосося. Я понял. Что мы сделаем? Мы, получается, еще чуть-чуть для декора. Очень хорошее сочетание, когда немножко зелени и масло с бальзамиком. Самое ответственное, получается, начинаем выкладывать Так. лосось. Конечно, конечно, это тебе и Ну надо. и поверх фирменное песто, как бы, О, как куда, раз. куда без него? Песто, наше все. Так, Спокойно. так, что теперь делать? Да ничего не делать. Вот так берешь и все. Да, для синхронности давайте один-то туда переложим, как бы. Так, и песто мы просто Все, так, немножко песто на... да? Раз. И два. Слушай, ну у тебя учился. Ну, наши Слушай, драники готовы. обалденно. На самом деле их можно есть как на завтрак, как и на обед, как и на ужин. Как бы достаточно универсальное блюдо. Поэтому я что, предлагаю попробовать. Нам как раз принесли вилки. Ну А что, сметаны пробуем? нету? Если сметана такой. Да кстати, тут рыба, какая сметана, солнце мое. Ты что? Да. Вкусно. Здесь достаточно интересное сочетание вот рыбы, драника и песто. Да. Да, это вкусно. Можно мне песто еще сюда сыпануть? Вообще не вопрос. Он прям с орехами, с этими, как его называют? С кедровым С орехом. кедровыми Все орешками. как положено. Это фирменный денисовский. Это не покупной. У нас на канале есть рецепт вот этого песта. Ну, вообще, это сочетание картошки, рыбы, вот это вот песто, вообще изумительно. Изумительно. Так, все. А что вы не едите? Или вы уже Ну, тебя, наелись? да мы-то уже до этого ели. Мы же подготовленные приходим, сытые. Ребят, спасибо, что посмотрели. Ставьте вот такие лайки, кто досмотрел до конца. Рецепт в описании. Оля, огромное спасибо. Денис, тебе низкий поклон. Всем добра и хорошего Всем настроения. спасибо. Ставьте лайки.